Сегодня ты узнаешь о самых странных, пугающих и нелепых созданиях, которые когда-либо жили на нашей планете. Это не фантазия, не легенды и не сценарий фантастического фильма. Это палеонтология. Эволюция в своей дикой, первозданной форме. Наука все еще не до конца понимает, что происходило с жизнью на Земле сотни миллионов лет назад. Новые открытия буквально каждую неделю меняют представление о наших далеких предках. Некоторые из этих существ были так не похожи на все, что мы знаем, что ученым понадобились десятилетия, чтобы хотя бы понять, это вообще животное или что-то отдельное, совершенно уникальное. Сегодня мы с тобой окунемся в древнейший океан. Мы встретим монстров с ножницами вместо рук, существ в виде шипастых мешков и даже увидим, как выглядели предки современных китов, когда у них еще были ноги и уши, похожие на собачьи. Ты узнаешь, кто был первым в истории живым существом с пищеварительной системой, кто носил своих детенышей на веревочках, как воздушные шарики, и как выглядел слон с 4 клыками и 9-метровым хоботом. Кембрий. 500 миллиарда лет назад. На суше только камни и ветер. В океанах анатомическое безумие. В это время появляется Мосура фентони. Он был размером с палец, но выглядел как ночной кошмар. 3 глаза, круглая пасть с зубами по краям, как у точилки, и клешни с длинными шипами, как у Эдварда руки-ножницы. У него были плавательные лопасти, как у ската, а в теле 16 сегментов с жабрами, как у современных ракообразных. Ученые в шоке. Даже в то время, когда позвоночных не существовало вовсе, существа уже умели сегментировать и адаптировать свое тело под функции. Рядом с ним плавал Аномалакарис, полуметровый хищник с вращающимися глазами, кольцеобразным ртом и щупальцами с зубами. Он считался топ-хищником кембрийского мира. И это был не предел. Одновременно с ним обитало нечто, напоминающее живой дуриан – Шишания акулиата, мягкотелый моллюск без раковины, но с телом, усыпанным острыми шипами. Эти шипы были не просто защитой, внутри них находились полые каналы, как у щетинок-кольчатых червей. То есть это, скорее всего, ранний этап в развитии скелетных структур у животных. Шишания – это неполноценный моллюск, но он стоял на этом пути. Как будто эволюция попробовала надеть на червя доспехи и посмотреть, что получится. Эти существа стали одним из ключевых элементов в понимании того, как мягкотелые организмы начали превращаться в бронированных. А на морском дне ползло существо под названием Елингия спициформис или Елингия колосовидная. Оно было сегментированным, имело перед и зад и передвигалось, оставляя четкий след в иле. То есть это было нечто, что уже обладало направленным движением и сложной симметрией тела, задолго до того, как такие черты появятся у более развитых форм. Но даже спустя сотни миллионов лет мы все еще путаемся в том, кто есть кто. Чанслориадай раньше думали, что это предки улиток, потом оказалось, это мешковидные организмы, покрытые звездчатыми шипами, которые жили как губки. Некоторые шипы, как выяснилось, вообще не были частью их тела, а остались от кисточек и следов инструмента при раскопках. Похожая история с Сакаритусом. Его называли прародителем всех позвоночных, потому что у него не было ануса, но были складки, похожие на жабры. Потом оказалось ни жабр, ни ануса, ни родства с нами. Просто шар с ртом и шипами, предок насекомых, не людей. Даже палеоспондил, которого знали больше века, оказался сюрпризом.
Он выглядел как беззубая, безглазая рыбка, но после детального 3D-сканирования ученые обнаружили в его черепе структуру, схожую с лопастеперыми рыбами. То есть он мог быть одним из первых тетраподоморфов, тех самых, от кого произошли земноводные и наземные позвоночные. А пахистрофей, найденный в Англии и почти 90 лет считавшийся черепом древнего крокодила, оказался вовсе не крокодилом. Его голова – это была груда костей кистеперых рыб, а само животное – тонкошеее морское существо, по стилю жизни напоминающее выдру. Даже его зубы, пока не найдены, возможно, были размером со спичечную головку. Перед так называемым Кембрийским взрывом существовала эпоха Эдикария. Именно тогда появились первые черви с кишечником, как Икария вариотия. Он был меньше рисового зерна, но имел рот, анус и активно ползал. Диккенсония до 1,5 метра длиной была плоским существом без внутренних органов, но с четкой сегментацией. Она не имела рта, но в ней нашли остатки холестерина, а значит, это животное. Возможно, самое древнее из известных. Фрактофусус размножался, пуская по дну длинные нити, на которых вырастали новые особи, вегетативно, как растения. Некоторые из них соединялись друг с другом нитями, возможно, обменивались питательными веществами. Саарина – первое существо с зафиксированным кишечником. Все это говорит о том, что Кембрийский взрыв – это не начало, а продолжение. Он стал просто моментом, когда накопившиеся инновации выстрелили. Когда ты слышишь слово «доисторический слон», скорее всего представляешь себе мамонта. Но это только одна вершина огромного древнего айсберга. История слонов и их родственников началась около 60 миллионов лет назад и успела породить таких удивительных существ, что даже самые смелые фантасты вряд ли рискнули бы их придумать. Первый известный представитель – фосфатерий. Маленький, размером с барсука. Он жил в тропических лесах и выглядел скорее как капибара, чем как слон. У него не было хобота, но в черепе уже прослеживались черты, которые позже приведут к появлению бивней. Его зубы говорили о том, что он ел листья, возможно, даже насекомых. Ранний всеядный эксперимент эволюции. Далее меритерий. Он был уже крупнее и больше походил на бегемота. Жил в болотах Африки, вероятно, полуводный. Следы в костях показали, что он пил и жил в воде. У него были утолщенные губы или зачаточный хобот, а зубы начали превращаться в бивни. Но он не был предком современных слонов. Это была отдельная ветвь, эксперимент с болотной жизнью. Затем беритерий. Впервые за 20 миллионов лет пробосцидеев кто-то решился вырасти в гиганта. Этот зверь весил более 2 тонн и имел по паре коротких бивней в каждой челюсти, 4 клыка. Возможно, его нос был чем-то вроде гибкой морды тюленя. Это не был наш прямой предок, но это был сигнал. Эволюция начала играться с размером. Динотерий. Тот, кого прозвали ужасным зверем. У него были только нижние бивни, изогнутые назад, как клювы. Он был высотой до 4 метров и весом более 10 тонн. Никто точно не знает, зачем ему были нужны такие странные клыки. Одна теория – они помогали отгибать ветки или выкапывать кору. Кто-то даже предлагал идею, что он цеплялся ими за дно, как якорь. Но в любом случае он был крупнейшим из тех, кого люди действительно могли бы встретить. Амебилодон – звезда среди лопатозубов. Его нижняя челюсть вытянулась вперед, образуя широкую лопату с 2 плоскими бивнями.
Раньше думали, что он копал дно водоемов, но теперь по следам износа стало ясно, он скорее скоблил этой лопатой кору деревьев. Удивительно, но эволюция как будто примеряла самые диковинные формы челюстей, проверяя, что лучше сработает. А теперь слон с 4 бивнями. Стеготетрабелодон. 2 сверху, 2 снизу, каждый до 3 метров. Настоящий монстр из доисторического бестиария. Он был выше обычного слона, весом больше 11 тонн и жил в стадах. В Арабских Эмиратах нашли следы целой процессии, слоны шли вместе, как армия гигантов. А вот стегодон иногда карликовый. На острове Флорес он был ростом чуть выше метра. Островная эволюция, когда пищи мало, животные уменьшаются. Вместе с ним, кстати, жил карликовый человек, человек флоресский. И да, это не фантастика, это Азия эпохи плейстоцена. А палеолаксодон, наоборот, самый крупный из известных слонов, до 4,2 метра в холке. Он жил в Европе и Азии и, вероятно, был знаком неандертальцам. Археологи находят рядом с его костями каменные орудия и следы охоты. Люди шли против 13-тонного зверя с каменными наконечниками или падали жертвами. Кювиерониус – слон, который первым пересек Панамский перешеек, соединивший Северную и Южную Америку. Он был частью группы под названием гамфотерии – лесные слоны с менее изогнутыми клыками. Они выжили в Южной Америке дольше, чем мамонты, почти до 12 тысяч лет назад. А вот маммут, американский мастодонт, жил в теплых влажных лесах, в отличие от мамонтов, предпочитавших холодные степи. Первые исследователи XVIII века нашли его зубы и решили, что это плотоядный монстр. Только позже стало понятно, это просто большой, тяжелый, бобровидный травоядный, умиравший вместе с другими великанами ледниковой эпохи. И все это лишь одна ветвь древней жизни, ветвь, которая вырастила амфибийных выдр с клыками, лесных лопатников, островных карликов и гигантов с прямыми бивнями. И да, мамонты действительно были вершиной, но только одной из многих. Теперь давай поговорим о существах, у которых форма тела вызывала не только удивление, но и настоящее замешательство. Аквилонифер колючий. Это был морской членистоногий, похожий на креветку с шипами. Но главное, у него на теле болтались маленькие капсулы на длинных нитях. Это были детеныши. Он носил их с собой, как воздушные шарики на веревочках. Возможно, он не мог оставить потомство в воде без присмотра, или это был способ защитить их от хищников. Такого больше не делал никто из известных животных. В науке он получил прозвище кайтранер, бегущий с воздушными змеями. Есть и другие примеры. Эласмотерий, гигантский носорог, которого иногда называют сибирским единорогом. Его рог по оценкам мог достигать больше метра в длину, его тело до 5 метров, вес больше 4 тонн. Он жил еще 29 тысяч лет назад, то есть тогда, когда пещерные люди уже рисовали на стенах. Вполне возможно, что именно он стал основой мифа о единорогах, только вот в реальности он был больше похож на бегущий бронетрактор, чем на грациозную лошадь. Некоторые динозавры, как аллозавр, имели костяные гребни, которые, судя по анализу роста костей, развивались особенно быстро у тех особей, которые быстро росли. То есть они были не просто украшением, это был биологический сигнал: я расту, я мощный, я готов. Как у современных оленей с рогами или павлинов с хвостами. Были и существа, размеры которых трудно себе представить. Армадилlo размером с машину, глиптодон, до 3 метров в длину,
шарообразным панцирем и хвостом, похожим на булаву. Его панцири после вымирания могли использоваться как укрытие. Есть следы, что люди находили в них убежище, в буквальном смысле жили в панцирях мертвых гигантов. Древние крокодилы, такие как Махимозавр Рекс, были длиной до 9 метров и весом около 6 тонн. Они не просто плавали, они охотились на черепах и, возможно, даже нападали на других морских рептилий. Это были настоящие крокосубмарины, медленные, но неумолимые. И, наконец, еще один факт, от которого трудно отмахнуться. Древние медведи, вроде Арктотерия узконосого, были не просто крупнее современных, они весили до 3,5 тонн и были самыми крупными наземными хищниками своего времени. Реальные, осязаемые медведи-танки. А теперь немного ярких, порой абсурдных, но абсолютно реальных фактов о древних животных, которые одновременно удивляют, шокируют и заставляют усмехнуться. Мамонты, например. Они не только были покрыты шерстью и ходили по вечной мерзлоте. Один взрослый мамонт ежедневно производил до 400 килограммов навоза. Это настоящая экосистемная сила. Своими фекалиями мамонты удобряли почвы, распространяли семена, меняли структуру ландшафта. Если бы ты оказался в степи плейстоцена, то буквально стоял бы по щиколотку в мамонтовом навозе, из которого прорастала трава, которой питались другие мамонты. Безотходное производство, так сказать. В Австралии жили кенгуру, которые не прыгали. Самые крупные древние кенгуру, такие как Прокоптодон, весили до 250 килограммов и были слишком тяжелыми, чтобы прыгать. Вместо этого они ходили на 2 ногах, прямо как человек. Их черепа были укороченными, а морды плоскими, как у современных горилл. Они питались листьями с деревьев и, вероятно, могли использовать передние лапы, чтобы драться или удерживать ветки. Древние собаки – отдельная тема. Археологические находки показывают, что их одновременно любили и ели. В некоторых регионах Сибири и Северной Европы найдено множество захоронений, где собаки погребены с почестями, рядом с людьми, украшенные ракушками и красной охрой. А в других местах следы разделки и костей с ножевыми отметинами. Одна и та же собака могла быть и товарищем, и едой. У древних людей не было сентиментальности, был практицизм. И да, динозавры действительно танцевали. На древних пластах найдены целые участки, усеянные следами, которые невозможно объяснить иначе, как ритуальными танцами. Следы образуют спирали, круги, повторяющиеся переминания на месте. Это похоже на поведение современных журавлей, рябчиков и других птиц в брачный период. И это лишний раз подтверждает, птицы не потомки динозавров, птицы это и есть динозавры. И на закуску. Пакицет, самый первый из китов. Он ходил по земле. У него были уши, похожие на собачьи, мех по всему телу и 4 лапы. Он выглядел как выдра с длинной мордой, но внутри его черепа уже была особая косточка, которая есть только у китов, косточка, передающая звук под водой. Он плавал, нырял и понемногу уходил в воду. Через миллионы лет его потомки станут кашалотами и синими китами. Вот такая она, древняя Земля, полная сюрпризов, несуразностей, грандиозных провалов и блестящих эволюционных находок. Она удивляла миллионы лет и продолжает удивлять нас сегодня, потому что чем глубже мы заглядываем в прошлое, тем больше понимаем, нормальности у природы никогда не было. И слава богу. Надеюсь, мне удалось вас удивить. Ставьте лайки и подписывайтесь.
ведь впереди еще много интересного.